Всем привет, с вами доктор Демченко, и сегодня я расскажу вам, что делать, если у вас болит сзади коленного сустава. Дело в том, что в этом месте располагаются сухожилия мышц, непосредственно сами мышцы, и очень редко это действительно суставная боль. Чаще всего с этими болями можно справиться самостоятельно. Давайте попробуем. Есть множество причин болей задней поверхности коленного сустава. Но мы с вами попробуем разобрать те, что связаны с мышцами. Они наиболее частые. Дело в том, что в области задней поверхности коленного сустава крепятся мышцы, которые идут с бедра с одной стороны и с голени с другой стороны. Икроножная мышца крепится на бедренной кости и поэтому выстилает всю подколенную ямку. Так что очень часто, если боль прямо по центру подколенной ямки и ее можно нащупать, то это напряжение, избыточное напряжение икроножной мышцы и непосредственная боль в области ее крепления. Если боль находится медиально и латерально, то есть с двух сторон от коленного сустава, это часто могут быть сухожилия мышц задней поверхности бедра. Также непосредственно под коленом находится подколенная мышца. Она достаточно короткая и очень часто впадает в состояние спазма и дает боль. Также вы можете видеть, что в подколенном пространстве проходят сосуды и нервы. При самом массаже я расскажу, каким образом их не задевать и не травмировать. Как можно предположить, что боль связана именно с мышцами? Во-первых, у вас будут болезненно активные движения и движения на сопротивление. Можно попробовать протестировать себя следующим образом. Сделать опору на пятку и попробовать подтянуть пятку к себе. Либо надавить пяткой назад на опору, так, чтобы включились мышцы задней поверхности бедра. Если это воспроизводит боль, то с высокой долей вероятностью можно сказать, что в этом виноваты мышцы. Следующим тестом может быть наша пальпация, то есть ощупывание области задней поверхности коленного сустава. Для этого возьмите два больших пальца, заведите под коленку и пощупайте болевое место. Если вы можете нащупать боль, то, скорее всего, это тоже мышцы. Теперь, что мы можем сделать с этой проблемой? Первое, что мы можем сделать, это самомассаж бедра и голени. Для этого можно использовать различные массажеры, можно использовать даже обычную кухонную скалку. Я буду использовать массажер, похожий на скалку, и с позиции сидя можно оказывать давление на мышцу. Давление должно быть достаточно сильное, для того, чтобы вы через скалку чувствовали опору на кость, и медленно сверху вниз и снизу вверх мы промассируем мышцу. Не уходите на ахиллово сухожилие, потому что при массаже сухожилия будет больно и не будет никакого дополнительного эффекта. Когда мы массируем икроножную мышцу, необходимо массировать не только по центру, но и немного с углов, для того, чтобы лучше уходить на наружную и внутренние головки икроножной мышцы. Проходитесь по 10-15 движений. После того, как вы размассировали икроножную мышцу, можно размассировать бедро. Для этого из этой же позиции можно взять скалку, притянуть массажер на себя, создать давление на бедро и медленно проводить скалку вперед и назад. Тоже не старайтесь уходить слишком близко к коленному суставу, примерно на 5 сантиметров до коленного сустава доходим. Потому что слишком близко к коленному суставу уже достаточно на поверхности становятся сосуды и нервы, а также сухожилия мышц задней поверхности бедра. После того, как вы сделали 10-15 массажных движений скалкой, можно перейти к массажу непосредственно подколенной зоны. Для этого мы возьмем большие пальцы, поставим их под колено и нащупаем болевую точку. Очень важно изначально не сильно нажимать на
болевые зоны под коленкой. Если вы чувствуете пульсацию под пальцами или резкую боль, которая отстреливает вниз по ноге, или легкое онемение, необходимо немного переместить пальцы на другую зону, потому что вы попали на сосудистый нервный пучок. Это не опасно, просто не нужно туда давить долго и сильно. Далее, после того, как вы сместились, нашли болевую точку, но при этом эта болевая точка не проявляется как пульсация или отстрел, попробуйте ее зажать. Не нужно там долго елозить, просто нажмите и ждите. Первые 15 секунд может быть достаточно интенсивно больно, но потом становится проще. Дальше эта точка должна уменьшить свою болевую пульсацию в 2-3 раза, после чего вы можете снимать руки и поискать другую точку. Более удобно точки, находящиеся на голени с задней стороны, продавливать большими пальцами, а точки, находящиеся на бедре непосредственно под коленом пространстве, продавливать всеми остальными пальцами. Можно сложить пальцы таким образом и провести их под бедро. Найти болевую точку, зацепиться тенором большого пальца за ногу и провести вот такое движение. Этим движением вы сможете зажать болевую зону и подождать до тех пор, пока оно не расслабится. После того, как вы провели такой самый массаж, обязательно нужно провести повторное тестирование колена. Посмотрите, уменьшилась ли боль при приседе, при ходьбе, беге, меньше ли боль при сопротивлении рукой. Если боль уменьшилась, то причина боли не в колене, а в мышцах, которые крепятся в этой области. Если этот видеоролик вам помог, пишите комментарии, спрашивайте, какие темы были бы вам еще интересны, мы их обязательно разберем. Всем пока!